Привет, друзья! Сегодня готовлю постный ореховый пирог с яблоками. Готовится очень просто. Ингредиенты самые доступные. Пирог получается вкусный, плотный и очень сытный. Понадобится мука, вода, сахар, сахарная пудра, разрыхлитель, растительное масло, грецкие орехи и яблоко. Первым делом приготовлю сахарную пудру. Сахар перемалываю в кофемолке до состояния пудры. И измельчаю грецкие орехи. Пробиваю их блендером импульсами. Измельчаю его до такого состояния, конечно, измельчить можно и мельче. Главное вовремя остановиться, пока орехи не начали выделять масло. И далее яблоко нарезаю пластиками. А также в этом пироге можно использовать грушу. И далее начинаю замешивать тесто. К этому времени у меня уже разогрета духовка до 180 градусов. В глубокую миску просеиваю муку и добавляю в нее сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваю. В мучную смесь ввожу растительное масло. И далее частями добавляю воду. Вымешиваю тщательно, чтобы не было комочков. Можно использовать венчик. Получается вот такое тесто. Его слишком густым делать не нужно, оно должно медленно стекать. И в тесто всыпаю грецкие орехи. Кстати, орехи можете использовать любые на свое усмотрение. Перемешиваю до однородности, и тесто готово. Дно формы застелила пергаментной бумагой, бока смазала растительным маслом и на дно просеиваю сахарную пудру. Пробовала засыпать сахаром, мне не понравилось. Сахар полностью не растворяется и получается не так вкусно, как с сахарной пудрой. И далее на сахарную пудру выкладываю яблоки. Сверху выливаю тесто и разравниваю. И, кстати, помимо орехов можно добавлять любые семечки. И ставлю выпекать в разогретую духовку до 180 градусов минут 45-50. Смотрите по своей духовке, может быть, понадобится времени меньше. Мой пирог выпекался около 45 минут. Даю ему чуть-чуть остыть, буквально минут 5 в форме. Достаю и выкладываю на блюдо. Жду полного остывания и можно пить чай. Это, конечно же, не та воздушная выпечка, которая выпекается с яйцами и сливочным маслом. Но для постного пирога он просто идеальный. И еще он, мне кажется, на второй день намного вкуснее. Оставшийся пирог я затягиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник. И на следующий день разогреваю буквально 10-20 секунд в микроволновой печи. Я думаю, такой пирог обязательно стоит попробовать приготовить. Ведь готовится он действительно уж проще некуда. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!